Всем привет, друзья, товарищи! У нас сегодня вещание из славного города Санкт-Петербург. На дворе середина ноября 2018 года. И по просьбе одного из наших партнеров из города Санкт-Петербург мы собрали полнокомплектный рефрижератор-автомобиль на базе шасси КамАЗ 4308. С учетом его пожеланий и характеристик у нас получился 15-палетный рефрижератор со спальным местом, с полной массой до платона и холодильной установкой на заморозку. Обо всем этом сейчас подробнее вам расскажем. Поехали! За основу базового шасси мы взяли КамАЗ 4308 с приставкой 3068-69. Это базовое шасси 2018 года производства, которое мы съездили и привезли из самых набережных Челнов. Не побоялись, дорога нам нипочем. Что здесь примечательного? У этого шасси полная масса 11 тонн 900 килограмм. Это, еще раз напомню, позволит вам эксплуатировать этот автомобиль в настоящее время без системы мониторинга транспорта и оплаты Платон, так называемая. Она всем вам хорошо знакома. У этой модификации шасси есть заводское спальное место. Оно вполне себе неплохое. С ним познакомимся, когда мы с вами пройдем ближе в кабину. Под капотом у нас устанавливается турбированный дизельный двигатель американский Cummins. Его объем 6,7 литра, его мощность 250 лошадиных сил, экологический класс Евро-5, соответственно, он уже идет с мочевиной, с необходимостью ее постоянно добавлять. AdBlue, имейте это в виду. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой производства фирмы ZF. Это немцы, это хорошая коробка передач, соответственно, силовая установка и хорошая коробка – это залог того, что вы этот автомобиль будете эксплуатировать с меньшими проблемами, чем с заводским двигателем. С правой стороны нашего шасси располагается ящик под аккумуляторы, бак для мочевины, запаска и инструментальный ящик небольшой. Он у нас, кстати, не запираемый, поэтому имейте в виду, могут своровать. С левой стороны нашего шасси располагается топливный бак объемом 250 литров. На задней части нашего автомобиля в базовой комплектации располагается тягово-сцепное устройство с пневмоэлектровыводами, готовое, фирмы Орланди. Соответственно, вы можете этот автомобиль использовать в качестве автопоезда. Примечательно и красиво то, что задние фонари выполнены из светодиодов. Базовое шасси с завода идет в одной колесной базе. Соответственно, сюда можно установить изотермический рефрижераторный, в нашем случае, кузов с габаритными размерами. Предельная длина это 6,30, ширина 2,600 и высота 2,500. По полу получается 15 евро-палет вместимости. Если брать в пересчете, это 41 куб по наружным габаритам. Внутри порядка 35-36 кубов. Высота такая обусловлена тем, что устанавливается холодильное оборудование и есть необходимость опрокидывания кабины, чтобы иметь доступ в грузовой отсек. Так вот, чтобы не делать ступеньку, которая съест полезный объем внутри кузова, мы сделали фургон высотой 2,5 метра в габарите. Так как автомобиль у нас экологического класса Евро-5, то не у всех заводов на момент заказа этого автомобиля было одобрение типа транспортного средства. Поэтому по разовому одобрению мы заказали фургон на заводе Медкомплекс в городе Рязань. Мы изготовили фургон высокой изотермичности. В качестве обшивки завод нам сделал лакированную сталь, обрамление из оцинкованной окрашенной стали, а фурнитура задних дверей из обычной классической оцинковки. Наш фургон для поддержания температуры минус 20 высокой изотермичности. У нас экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм по кругу, в панели пола это 120 мм. На дверях устанавливается 5-лепестковый уплотнитель для более надежного сохранения вашей температуры кузова и уменьшения так называемых эффекта термомоста. В качестве внутренней обшивки нашего кузова используется обычная оцинкованная сталь. Внутри
нашего фургона настил пола сделан из рифленого алюминия, а также по просьбе нашего клиента общая отбортовка по всему периметру также выполнена из дополнительного листа алюминиевого профиля. У нас для удобства погрузочно-разгрузочных работ внутри кузова установлен светодиодный плафон освещения. Его вполне достаточно на этот объем. Для гарантированного поддержания температурного режима минус 18 градусов на наш автомобиль была установлена холодильная установка Carrier Xarius 600. Внутренний испарительный блок выполнен с 3 турбинными вентиляторами, которые очень эффективно гоняют внутренний воздух и очень хорошо его охлаждают. Мощности нашей холодильной установки хватит на данном объеме кузова с хорошим запасом. Места столько, хоть танцуй. Если с фургоном и холодильным оборудованием все более-менее понятно, по шасси основные тезисные моменты мы вам рассказали, то самое время заглянуть в нашу кабину и посмотреть, может быть, там что-то поменялось, может быть, мы что-то новое увидим. Хер мы там что новое увидим, кроме нового симпатичного руля. Пойдем. Ну что, заглянув внутрь, мы можем лицезреть 2 места, водительское, пассажирское, 1 спальное место. Водительское место имеет регулировки, подкачку вверх-вниз, и я думаю, что настроить под себя не составит никаких проблем. Рулевая колонка у нас имеет где-то спрятанный механизм, ничего он не имеет, ни хера он не регулируется. Рычаг коробки переключения передач, придется к нему привыкать. Немножко он работает не совсем четко, но я думаю, что сильно расстраиваться не стоит. У нас с вами есть здесь с завода Webasto фен для этой кабины. Вот. Что еще хорошего вам сказать? Зеркала, нифига в них не видно, но они с обогревом. Это приятно. Все как было 100 лет назад, так здесь и осталось. На самом деле, КАМАЗ — это такой вариант автомобиля, который не претендует, конечно, на какой-то средний сегмент или люксовый сегмент. То есть это дешевый сегмент. 15-палетный автомобиль с полной массой до 12 тонн, со спальным местом. И по сходной цене вы, наверное, не купите. Поэтому, если вам нужен 15-палетник, если вам хочется не сильно переплатить, то да, КАМАЗ в данном случае как раз-таки, наверное, ваш выбор и ваш вариант. Мы сейчас подведем итоги и окончательно оставим вас принимать решение, подходит ли вам такой автомобиль или нет. А пока я примерю на себе заднее спальное место. Слушайте, да, я уже перемерил, конечно, на себе приличное количество спальников. По длине здесь очень и очень серьезный есть запас. Поэтому, если ваш рост даже около 2 метров, в данном спальнике вы запросто разместитесь. Есть даже такие примитивные, еще советские, наверное, плафоны для чтения, что ли. Что с таким освещением? Да не увидишь ты ни хера с этим освещением. Парни, камазисты, плафоны освещения поменяйте на светодиодные. Вот задние фонари же сделали светодиодные. Вот эти поменяйте, и тогда вообще КамАЗ огонь, у вас вот эта конфетка будет. Есть петельки для шторки. Если вы любите уединение, вешайте шторку, зашторивайтесь, и будет вам тут. Ну что, товарищи, какой получился итог по нашему автомобилю КамАЗ? Пока мы его подводим, счастливые обладатели уже осматривают и знакомятся со своим автомобилем. Полная масса до 12 тонн, спальное место, КамАЗ 4308. Из преимуществ
мотор Cummins, коробка ZF, светодиодные передние и задние фонари. Стоимость. Единственная база, на которой помещается 15 евро палетный кузов. Холодильное оборудование может быть любое, любой марки, можно и удешевить, сэкономить. Если брать в целом, внутри ничего не поменялось. То есть это очень и очень дешевый, экономный вариант приобретения. Поэтому, если вы вписываетесь в покупку такого автомобиля, то не ждите, что это будет супер качественный, супер надежный автомобиль. Но, тем не менее, он имеет место быть. За свои немногим менее в таком исполнении 4 миллионов рублей стоимость, вы вряд ли купите какую-то нормальную, приличную новую иномарку. Все начинаются с 5,5-6 миллионов рублей. Если у вас руки растут с этого места нужного, и вы не боитесь, там, если надо, нырнуть под автомобиль, то с учетом его стоимости нового автомобиля, такой вариант приобретения имеет место быть. Конечно, окончательно решать только вам. Мы постарались показать, коротко показать, что в нем есть, что он из себя представляет, а дальше окончательное решение только за вами. Обращайтесь, до новых встреч, пока! Здравствуйте. Добрый день. Кирилл. Антон. Очень приятно. Лично сам собирал этот автомобиль для вас. Спасибо Ну огромное. как круги? Слушайте, нет, так вроде ничего, даже чрезмерно. Я удивлен вот этой пневмоподвеской. Мне неудобно, я на ней прыгаю. Есть, это надо привыкать. Если вы на жесткой были, то она вот это да. Вот это меня немного убило. У меня как-то на Ивеке был только что я подлетал, и от педали ноги отрывались. То есть такой ход там был, да. Вот это да. А так, конечно, ну, чего я могу сказать? Мы проделали длинный путь. Мой водитель ездил, брал шасси в Челнах, привозил в Рязани, установили кузов, потом привез это все дело сюда. Попало так, что он попал в снегопад, вот он там ехал буквально несколько дней назад, да. Не, ну тут очень хорошее на самом деле сочетание мотора Cummins и коробки ZF. Это силовой агрегат, ну, очень хороший. Надежности и мощности. Да. Время покажет. Да. Мы его эксплуатировать будем по полной. Он у нас в Москву будет кататься. Да? Кузов смотрели? Кузов я смотрел. Кузов высокой стремительности, да, то есть под заморозку. Нет, у нас просто есть тоже вот Ford, тоже он соточка. Вот это один в один, только там ЦТТМ, а у вас это... Медкомплекс. Да, медкомплекс, который, я так понимаю, первая линия ЦТТМ, да? Ну, это просто как бы, грубо говоря, вот как завод ну, в Нижнем Новгороде, там тоже есть рассадник этих кузовщиков. Есть нормальные, а есть не очень хорошие. То есть, но в Рязани есть нормальный ЦТТМ, ну и там чуть похуже медкомплекс. И вот поэтому... Я бы не сказал чуть похуже, просто может быть у них еще, я так понимаю, не хватает тех ресурсов, которые у ЦТТМ. Фишек не хватает. Да, и они работают, ну скажем так, ну это уже нельзя сказать кустарным способом. Не, конечно, да. Я имею в виду то, что у них не то оборудование, они не могут себе позволить другого. И вот как раз на деталях разница и складывается. Поэтому, по мелочи, как говорится, по зернышку. Да, ПТС-рефрижератор, полная масса до 12 тонн, поэтому... все сделает. И я, кстати, вам привез протокол испытаний на изотермичность, если предстоит получение сертификата СПС для скоропорта, а это скоро будет. Да, его не потеряете, да. Всюду, это точно. Поэтому старались, рады стараться были для вас. Спасибо огромное. И мы даже специально прилетел, чтобы и пощупать, очень хотел его. Ну, у нас вся линейка белая, а будет один выделиться желтенький. Я на самом деле... Ребрендинг новый. Я на самом деле в жуткой уверенности думал, что кабина будет белая. А я думал белая. Мне присылают фотографию желтая, я думаю, ёпрст. А она говорит, а он только желтый идет в базе. А, вот так вот? Да, с завода только желтый. Если белый и синий, это спецзаказ. Представляете, как все у них там?